Всем привет, я Ксения Мельникова, журналист-международник. Президент США Дональд Трамп долго обходил вниманием Грузию и Республику Молдова. Вспомнил о них лишь недавно, да и то не в том контексте, в котором бы этого хотели власти этих двух стран. Грузию он упомянул, критикуя своих предшественников на посту, подчеркнув, что при Буше, цитата, «Россия получила Грузию, а при нем бы такого не произошло». Молдавию он упомянул, критикуя деятельность Агентства США по международному развитию, USAID. По словам американского лидера, оно потратило $32 миллиона на операцию по пропаганде левых взглядов в Республике Молдова. Многие сравнивают Грузию и Республику Молдова. У них и правда много общего. Помимо прекрасного вина и вкусной кухни, обе страны – парламентские республики, которые ранее входили в состав Советского Союза. А еще схожие демографические показатели, а также территория Республики Молдова лишь немного меньше, чем Грузии. Довольно близок уровень экономического развития. В Республике Молдова около $7,5 тысяч, а в Грузии почти $8,8 тысяч ВВП на душу населения. После распада Советского Союза в обоих государствах вспыхнули войны, в результате которых страны потеряли часть территорий. Грузия – Абхазию, Южную Осетию, а Республика Молдова – Приднестровье. Еще один схожий фактор. Москва, которая до этого долгое время была важным экономическим и политическим партнером, по-прежнему имеет определенное влияние на эти страны и стремится его сохранить. Разворот Кишинева на Запад начал президент-коммунист Владимир Воронин в 2002 году. Его поддерживало около 70% населения. При этом впоследствии именно этот лидер начал говорить о том, что стране следует строить отношения все-таки с Евросоюзом, а не столько ориентироваться на Россию. Потом его позиция менялась еще несколько раз. К концу своего президентского срока он вновь говорил о необходимости сближения с Россией. Обещал привести страну в союзное государство России и Беларуси. В 2014 году Республика Молдова подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом. С тех пор молдавское общество ментально и физически чувствует себя частью ЕС. Жители страны спокойно ездят в страны Евросоюза. Практически у каждого третьего гражданина страны есть гражданство Румынии, которое состоит и в ЕС, и в НАТО. Кстати, такое же гражданство у многих жителей Приднестровья. В прошлом году результаты референдума по евроинтеграции республики показали, что почти половина жителей против нее. Казалось бы, удивительно, что граждане проголосовали именно так. На самом деле они таким образом выражали протест против власти. Результаты голосования продемонстрировали раскол молдавского общества, игнорировать который не получится. Общественные настроения в стране парадоксальны. Вообще противоречивость молдавской политики в том, что в Республике Молдова пророссийская партия может выдвинуть проевропейского кандидата, а проевропейский политик получить голоса пророссийских избирателей, а житель Приднестровья и вовсе назвать своей страной Республику Молдова. Политикам в стране следует учитывать это сложное многообразие. Вот несколько примеров. В 2001 году на парламентских выборах с большим отрывом победила партия коммунистов. После распада Советского Союза Республика Молдова стала единственным государством, где коммунисты вновь взяли власть в свои руки. Они обещали укрепить связи с СНГ и даже подумать о присоединении Республики Молдова к Союзу России и Беларуси. Лидер коммунистов Владимир Воронин через 2 года резко развернулся в сторону Запада и подписал указ о создании Национальной комиссии по евроинтеграции. Это стало отправной точкой молдавской евроинтеграции. И начали ее коммунисты, которых многие до сих пор считают пророссийской партией. Более 70% жителей Республики Молдова при президенте-коммунисте поддержали евроинтеграцию. Потом власть изменилась. К власти пришла оппозиция, Альянс за европейскую интеграцию. За время его правления Кишинев получил безвизовый режим с ЕС, подписал соглашение об ассоциации и создал с Евросоюзом зону свободной торговли. Но при этом при проевропейской власти поддержка вступления в Евросоюз среди населения резко упала. Самый низкий уровень был в 2015 году. Всего 39,5% выступали за вступление в Евросоюз. Получается, молдавское общество привыкло переносить свое недовольство проевропейской властью на сам Евросоюз. Еще один пример. На недавних выборах тысячи жителей Приднестровья, пророссийского региона, который Кишинев не контролирует уже более 30 лет, приехали в правобережную часть, чтобы проголосовать за Майю Санду и евроинтеграцию. А в некоторых районах, граничащих с Румынией, победили те, кто выступал против закрепления в Конституции страны европейского курса. Республика Молдова – одна из беднейших стран в Европе с низким уровнем ВВП. После февраля 2022 года на страну обрушились проблемы. Президенту Майе Санду в этом не повезло. В 2020 году, когда она только пришла к власти, начался коронавирус со всеми вытекающими последствиями. А через 2 года из-за событий в Украине страна столкнулась с миграционным кризисом,
сокращением поставок газа и в связи с этим с резким повышением цен. Отмечу, что от поставок газа сильно зависит еще электроэнергия. Ее вырабатывают на Молдавской государственной районной электрической станции ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Впоследствии энергосистему переключили на румынскую, а газ стали покупать на европейской бирже. Из-за этого возникла высокая инфляция, которая в глазах населения стала прочно ассоциироваться с именем Майя Санду. Вероятно, сказалось и отсутствие правильной коммуникации с населением. Президенты часто упрекают в том, что она пришла с лозунгом «объединить страну», а этого как раз и не получилось. Что касается отношений Москвы и Тбилиси, то они резко ухудшились после прихода к власти Михаила Саакашвили и войны 2008 года. С Республикой Молдова Россия сохраняла довольно стабильные отношения, даже невзирая на подписанное Кишиневым соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2014 году. Не все было безоблачно, не всегда удавалось договориться о ценах на газ, иногда прекращался импорт молдавских яблок, но в целом все было относительно неплохо. С февраля 2022 года отношения кардинально изменились. Кишинев поддержал Киев, присоединился к антироссийским санкциям и почти полностью прекратил какие-либо контакты с Москвой. Грузия, которая до этого считалась самым прозападным государством из всех постсоветских стран, выбрала нейтралитет, не став поддерживать ни одну из сторон. Это принесло стране экономические дивиденды. Важное отличие Грузии и Республики Молдова в том, что у Молдовы нет границы с Россией. Несмотря на практически разрыв отношений, российское влияние в Республике Молдова, как говорят эксперты, по-прежнему ощутимо. Взять, к примеру, внутриполитическую ситуацию, когда на выборах президента многие кандидаты выступали за нормализацию отношений с Москвой. В Грузии в предвыборной кампании российский фактор также занимал значительное место. Но ни одна из партий не призывала дружить с Россией. Наоборот, этот фактор использовали скорее для запугивания электората. Власти во время борьбы за сохранение парламентского большинства подчеркивали необходимость поддерживать рабочие контакты с Москвой, как они говорили, во избежание судьбы Украины. Еще один важный фактор, объединяющий Грузию и Республику Молдова, это перспектива членства в Евросоюзе. Обе страны получили статус кандидатов в ЕС. Республика Молдова начала даже официальные переговоры о вступлении и рассчитывает к 2030 году стать полноправным членом Евросоюза. В Грузии же по решению Брюсселя процесс евроинтеграции приостановлен. Это связано с законом об иностранном влиянии, напоминающим российский закон об иноагентах. В Тбилиси подчеркивают, что по-прежнему нацелены на евроинтеграцию, однако призывают западные страны не вмешиваться во внутренние дела страны и, как они заявляют, не провоцировать новую войну с Россией в регионе. Партия «Грузинская мечта» в ходе предвыборной кампании обвинила США и ЕС в том, что в 2008 году под их давлением началась война между Россией и Грузией. Грузинское общество давно и прочно ориентировано на Евросоюз. Туда ездят работать, отдыхать, учиться. Молодые люди в Грузии знают английский и почти не говорят по-русски. Практически у 100% населения проевропейский настрой. В Республике Молдова, как показали результаты выборов, ситуация отличается. Большинство, хотя и поддерживает евроинтеграцию, все же есть те, кто выступает с пророссийскими взглядами, и их процент довольно велик. Участие России в обретении независимости Абхазии и Южной Осетии от Грузии воспринималось и до сих пор воспринимается в Грузии очень болезненно. Вокруг Приднестровья сложилась иная ситуация. Жители по обе стороны Днестра спокойно перемещаются и торгуют друг с другом. Еще одно отличие. Если в Республике Молдова Россия делает ставку на левые партии, то в Грузии поддерживала ультраправые силы, настаивающие на консервативных христианских ценностях. Впрочем, учитывая, что грузинское общество не столь консервативное и воцерковленное, никакого успеха они не добились. В Грузии большинство населения выступает за членство в Евросоюзе и НАТО, но при этом они считают, что это не противоречит стремлению не обострять отношения с Москвой. В итоге возник такой парадокс. Грузинское общество единодушно настроено на евроинтеграцию, однако грузинские власти все больше обвиняют в развороте в сторону Москвы. В молдавском обществе, казалось бы, больше человек нацелены на взаимодействие с Россией, но при этом власти проводят проевропейский курс. Что касается отношений с США и Трампом, то молдавские власти, как и грузинские, пока никак не выстраивают отношения с американским лидером Дональдом Трампом. Недавно президент Майя Санду летала в Париж на встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном. Считается, что она ездила посоветоваться, как ей наладить связи с американским президентом. В отличие от Кишинева, у которого довольно теплые отношения с Брюсселем, у Тбилиси есть повод для беспокойства. До недавнего времени правящей партии «Грузинская мечта» удавалось убеждать избирателей, что сближение с Западом просто откладывается, что нужно просто дождаться, пока там к власти придут, цитата, «здоровые силы, которые разделяют истинные западные ценности». Но надежды на улучшение отношений с Западом так и не оправдались.
Тбилиси так и не удалось наладить контакт с новой американской администрацией. Винить в этом больше некого, и грузинской мечте приходится делать непростой выбор. Либо идти на серьезные уступки, чтобы восстановить диалог с Западом, либо же попытаться изменить менталитет грузин, которые в большинстве своем продолжают считать себя частью западного мира. Оппозиция в стране раздроблена, в обществе опасаются возможной конфронтации с Москвой. Все это помогает правящей партии сохранять власть. К тому же грузинская мечта никогда официально не отказывалась от идей сближения с Западом, хотя и постоянно спорила с Брюсселем. Вся их риторика сводилась к тому, что виноват не Тбилиси, а глобальная партия войны на Западе, которая якобы хочет втянуть Грузию в конфликт с Россией. Этим же объяснялись и действия против оппозиции, а также против западных СМИ и НКО. В правящей партии надеялись, что с приходом Дональда Трампа отношения Грузии и США улучшатся. Его воспринимали как политика, которая руководствуется принципом реалполитик, реальной политики, и будет вести внешнюю политику без идеологии. Помимо этого, грузинская мечта рассчитывала на сближение с новой американской администрацией на основе общих консервативных ценностей. Но, несмотря на идеологическую близость, грузинской мечте не удалось воспользоваться сменой власти в США. Трамп и его администрация вообще не упоминают Грузию, а новая стратегия Вашингтона на Южном Кавказе пока остается неясной. При этом Трамп не отменил решение предыдущей администрации о заморозке финансовой поддержки Грузии и приостановке стратегического партнерства. Более того, никого из представителей грузинской правящей партии даже не пригласили на инаугурацию Трампа, хотя там присутствовали правые политики со всего мира. При этом экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая теперь в оппозиции, получила приглашение и успела встретиться с Трампом. Приглашение она получила через американского конгрессмена-республиканца Джо Уилсона, а с Трампом она смогла увидеться сразу после его победы на выборах. Президент Франции Эммануэль Макрон организовал встречу в Париже на открытии Нотр-Дама. Получается, что даже при Трампе грузинская оппозиция лучше справляется с налаживанием связи с Западом, чем правящая партия «Грузинская мечта». Зурабишвили активно пытается говорить с Трампом на его языке, критикует прошлого президента США Джозефа Байдена за недостаточную жесткость и акцентирует внимание на том, что Грузия под руководством грузинской мечты сближается с Китаем и Ираном. В Европе оппозиция тоже действует успешнее. Ей постепенно удается добиваться от Евросоюза непризнания итогов парламентских выборов прошлого года. Сначала отчеты наблюдателей, включая ОБСЕ, были составлены так, что и оппозиция, и власти могли трактовать их в свою пользу. Но к концу прошлого года страны Северной Европы и Балтии призвали Тбилиси провести повторные выборы. А в начале этого года ПАСЕ отказалась утвердить мандаты грузинской делегации до тех пор, пока в стране не пройдут новые выборы. Правящей партии «Грузинская мечта» не удается эффективно противостоять лоббистским усилиям оппозиции на Западе. Например, представители партии сами отказались ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Раньше партия всегда оставляла себе возможность для маневра – отменить раздражающие Запад законы, пойти на символические уступки и возобновить переговоры о вступлении в Евросоюз. Но теперь ситуация изменилась. На Западе может просто не остаться лидеров, готовых вести диалог с Тбилиси. И это придется как-то объяснять грузинскому обществу, которое в большинстве своем поддерживает евроинтеграцию. А что вы думаете по этому поводу? Пожалуйста, пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. С вами была Ксения Мельникова. Спасибо, что посмотрели это видео. Пока!